Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер, налоговый консультант. И сегодня я хочу с вами поговорить о теме сокрытия доходов в Израиле, о санкциях, какие бывают санкции налоговые и почему так важно правильно вести бухгалтерию. На самом деле, когда люди и многие частные предприниматели говорят между собой, что все так делают, работают по-черному и так далее, все это происходит до того момента, как налоговая их ловит, и на самом деле есть очень много путей, то есть каким образом налоговая ловит такого рода деятелей, и тогда, значит, ситуация меняется, то бледный вид, спасите, помогите и так далее. На самом деле, во многих и очень многих случаях идет речь о невыписывании кабалот и о неправильном списании расходов. То есть, на самом деле, закон, как только получил деньги, нужно выписать кабалу. Вот. И, соответственно, невыписывание кабалы, то есть это является сокрытием доходов. Соответственно, то есть есть люди, которые работают по-черному, таким образом пытаются не заплатить налоги. Но есть другой случай, то есть которые люди по забывчивости, по ленности, по всем другим причинам выписывают кабало там через 2 месяца, через 3 месяца. То есть это тоже может привести к очень и очень большим проблемам. И на самом деле, то есть если вы в любом случае работаете честно, если вы в любом случае выписываете кабалу, то сделайте это вовремя. То есть это нужно сделать сразу. Потом правильное списание затрат. То есть затраты должны быть бизнес-затраты. То есть есть всевозможные, так сказать, на иврите это называется хохмологи, вот, которые там пытаются списать свои затраты частные на здоровье, покупку еды, то есть которые просто не знают на самом деле, то есть та же самая покупка еды, то есть есть, что называется, кибут, то есть ты покупаешь для клиентов, то есть нужно знать, каким образом и как правильно списать расходы, когда ты списываешь, значит, неправильные расходы, незаконные, то есть это ведет к серьезным санкциям от налоговой. То какие бывают санкции? То есть, во-первых, сокрытие налогов, сокрытие доходов, это ведет и к уголовным санкциям, но наиболее распространенный и наиболее как бы болезненные санкции, это то, что называется псилат сфарим, то есть аннулирование бухгалтерских книг. То есть, что они делают, что делают налоговые? Они говорят, что смотрите, то, что у вас в бухгалтерские книги, мы это не принимаем. То есть, мы вам, грубо говоря, мы вам не верим. К чему это приводит? То есть невозможно, во-первых, получить никакие разрешения от налоговой, вот. Во-вторых, нужно платить максимальные задатки. И самое, что неприятное, что налоговая, как бы после подачи годового отчета, она сама решает, сколько тебе нужно заплатить налога. Вот. И это бывает десятки и сотни тысяч шекелей больше, чем нужно. То есть это может привести во многих случаях к банкротству бизнеса и ко многим очень большим проблемам. Поэтому я рекомендую подумать перед
тем, что вы делаете на самом деле, это думать, что вы делаете, это очень и очень полезный совет во всех сферах жизни, я считаю. И подумать, стоит ли вам овчинка выделки, какие для вас могут быть санкции, и поэтому то, что я рекомендую, это не приступать к закон. С другой стороны, есть законные пути для оптимизации налогов, законные пути для того, чтобы платить меньше налогов. Пожалуйста, задавайте вопросы, спрашивайте. С вами был Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер, налоговый консультант. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всего доброго и шаббат шалом вам!